Всем привет! Это канал... Да что ты со своими бровями? Не хлопай! Всем привет! Это канал EduMakers, и сегодня мы будем говорить о востребованных профессиях в образовании. Рынок образования растет, EdTech просто взрывает последние 2 года, людей не хватает. В этом видео мы расскажем про 3 больших блока. Мы расскажем про классические профессии, которые стали еще более востребованы в последнее время, про новые появившиеся с переходом образования в онлайн и, собственно, про то, где же можно такую профессию получить, где этому можно научиться с нашей, с Мишей точки зрения. Поехали! Поехали! Итак, первая история – это востребованные профессии классические. Казалось бы, что нового можно придумать среди классических профессий в образовании? И кто из нас может быть востребован? Но по статистике 2 самые востребованные профессии в образовании остаются – это педагог и репетитор. Да-да, педагоги являются самой востребованной профессией на данный момент в нашей стране. Уже сейчас их более 1,5 миллиона человек, и при этом школ у нас 42 тысячи, и педагогов не хватает. У нас есть естественный уход на пенсию части педагогов, появление новых педагогов, к сожалению, пока подпитывается очень мало. Поэтому, если вдруг вы смотрите в сторону смены своей профессии, подумайте в том числе и о профессии педагогов, потому что она, уверяем вас, более чем востребована по всей стране, в том числе в самых новых компаниях, таких как Яндекс.Практикум, Учи.ру, Skyeng, SkyPro, SkySmart и многих других компаниях, которых уже по последним данным РБК трендов более 120, и этот список все продолжает расти. Поэтому педагоги – это первая и самая востребованная профессия из всех существующих сейчас на рынке. Мы прекрасно понимаем с Мишей, как может это звучать. О, Господи, педагоги. Дело в том, что в конце 90-х, начале 2000-х имидж педагога был, так себе, подпорчен. Им платили мало денег, и вообще отношение к ним стало, таким не очень уважительным, что ли. Любая проблема внутри системы школьного образования, она прям обращалась в сторону учителя. Кто виноват? Уважительная. Но на самом деле, когда ты сравнивал, я буду создавать пользу, и это профессия на всю жизнь. Я буду получать очень мало денег и не знаю, на что буду жить. Сейчас баланс выравнивается. Не везде, но если вы смотрите в сторону смены профессии, то посмотрите и в классическую школу, и в том числе в новые компании. Второй блок, связанный с репетиторством. В целом это точно такие же педагоги, но только люди, которые работают не внутри существующей какой-то устоявшейся школьной или околошкольной системы, а люди, которые ищут себе клиентов, учеников сами. Мало кто знает, но репетиторов в нашей стране больше 500 тысяч. По крайней мере, это предположение РБК. Конкретной статистики, как в школьных системах, нету, но предположение такое, оно кажется правдивым, потому что, опять же, по статистике больше половины семей старшеклассников обращаются к помощи репетиторов для того, чтобы подготовить своих чад к поступлению в следующую ступеньку образования. Если у вас есть идея попробовать себя в роли педагога, то совершенно не обязательно идти внутрь существующей какой-то школьной системы, но и можно начать преподавать ученикам в открытом рынке. Кстати, если вы хотите себя попробовать как репетитор, посмотрите на отдельные социальные площадки. Поищите своих коллег будущих на ТикТоке или в Инстаграме, откройте для себя тучу нового. Несколько ссылок мы приведем в комментариях. Да. Итак, с классическими профессиями мы разобрались, педагоги и репетиторы. Идем дальше к новым профессиям, которые возникли благодаря развитию онлайн-образования в России и в мире в целом. Маленький дисклеймер. Мы будем говорить какие-то слова в качестве названий профессий. Нужно понимать, что поле, как таковое онлайн-образование, достаточно гибкое, подвижное, новое. Поэтому наша задачка скорее обозначить вектора в общем процессе создания онлайн-образования. А от компании к компании то, что именно делает каждый отдельный человек, может меняться. Но что мы точно знаем? Мы точно знаем, что есть 3 ключевых области, в которые в данный момент ищут специалистов нового профиля. Первое – это проектирование и наполнение образовательных продуктов. Второе – это непосредственно производство этих образовательных продуктов и реализация и сопровождение самих курсов или программ в формате онлайн. Начнем с проектирования и наполнения. Все без исключения образовательные проекты новой волны ищут 2 категории людей. Это, с одной стороны, дизайнеры образовательного опыта или архитекторы образовательного опыта, или педдизайнеры, или старшие методисты и много других разных слов. Всеми этими словами обозначается роль человека, который из ничего собирает некоторую структуру, такую архитектуру будущего дистанционного образовательного продукта. Не совсем из ничего, вместе с крутыми экспертами, которые выгружают в них общую картинку. Это факты. Но при этом архитектор — это тот человек, который может спроектировать большую картинку и сказать, из чего будет состоять весь продукт, какие этапы должен пройти человек на пути к своей образовательной
образовательные цели. На следующем этапе к нему подключается методист онлайн-курса. Это тот человек, который умеет вытаскивать из эксперта самые ключевые знания и переносить их в формат онлайн-курса. Будь то видео, будь то тексты, проверочные задания, большие итоговые курсовые задания. Ну, то есть, если архитектор рисует общий контур, то методист создает внутренности этого продукта, и это этап проектирования и наполнения. Второй блок, связанный с производством, и здесь ключевая роль — это человек-продюсер. Тот, кто забирает у методиста и у дизайнера то, что впоследствии станет некоторым онлайн-курсом, и воплощает его в жизнь. Организовывает съемки, взаимодействует с subject matter экспертами, с экспертами по теме и так далее, и так далее, и так далее. Тот, кто доводит этот процесс до конца. То есть, с одной стороны, это project manager некоторый, который удерживает рамку проекта, если относиться к, ну это корректно, относиться к онлайн-курсу как к проекту. Да. А с другой стороны, этот человек немножко продакт, потому что помимо формы и сроков, он удерживает содержание, насколько то, что происходит внутри курса, хорошо. Задача продюсера онлайн-курса от точки А, когда есть только идея, довести до точки Б, когда есть все наполнение, и вся, по сути, ответственность висит, конечно же, на продюсере. Если вы готовы к большой ответственности и понимаете основы проектного менеджмента, то вам, скорее всего, сюда. Третий большой блок, собственно, курс придуман, курс снят, поехали в реализацию. Реализация и сопровождение. И здесь, поскольку реализации много и ролей, соответственно, немало, здесь понадобится и куратор, и модератор, и техник-администратор, и проверяющий преподаватель. Кто же эти люди? Надо отдельно отметить, что этот блок с реализацией сопровождения является, пожалуй, самым простым блоком для вхождения в сферу онлайн-образования как для новичков. Если вы пока только присматриваетесь к теме онлайн-образования, но уже точно хотите менять сферу деятельности, посмотрите сначала на эти 4 профессии. Итак, сначала куратор программы. Это близкий по духу к продюсеру человек, и по духу, и по функционалу. Но чаще всего куратор отвечает за один конкретный поток. Условно, в сентябре у нас набирается группа и запускается, в октябре запускается следующая. И вот куратор занимается тем, что ведет до конца группу тех, кто пришел в конкретный поток. Под звездочкой мне хочется сразу отметить, что в разных проектах, с которыми мы знакомы, под словом «куратор» скрываются очень разные роли. Это может быть и человек, который целиком отвечает за целый блок программ, или человек, который отвечает за одну конкретную программу, держит ее в голове и наполняет. В нашем конкретном случае под куратором мы понимаем человека, отвечающего за реализацию отдельного потока. Дальше мы переходим к позиции модератора вебинаров. Почти в каждом онлайн-курсе есть части предзаписанные, а есть вебинары, на которых дается либо новая теория, либо разбираются вопросы. Представьте себе, на вебинаре у вас сидит 200, 300, 400 человек, которые смотрят спикера, задают вопросы. Спикер физически не сможет и смотреть в чат, и выдавать какую-то информацию, поэтому всегда есть человек, который занимается и технической частью, и сбором обратной связи и вопросов. Поэтому модератор, опять-таки, достаточно простая для вхождения профессия. На нее не надо очень долго учиться, но при этом, если вы смотрите в сторону чего-то попробовать в первой шажочки, рассмотрите для себя деятельность модератора вебинаров. Сейчас этих людей также ищут очень много. Третья история чуть более технически осложненная. Это, собственно, технический администратор, тот, кто организует трансляцию, тот, кто подключает Zoom к YouTube, тот, кто работает с организацией чата и внутренней LMS-платформой того или иного проекта. То есть это человек, который обеспечивает всю инфраструктуру, ее поддерживает для того, чтобы синхронные или асинхронные какие-то механизмы работали. Скажу чуть попроще, чем Тимур. Технический администратор — это тот человек, кому в первую очередь бегут все участники курса, когда у них не загрузилось что-то или не пускает в платформу. Этому человеку пишут, и он очень быстренько отвечает на все возникшие вопросы. Ну и, наконец, четвертая роль — это проверяющий преподаватель. Помимо лидера курса, то есть того, кто является ведущим преподавателем, читает лекции, проводит семинары, есть большое количество домашних работ, и эти домашние работы было бы классно проверять. Проверяющий преподаватель — это такой тайный незнакомец, который каждый раз пишет мне, что он принял или не принял мою домашнюю работу. Представьте, на потоке опять те же самые 100 человек, и каждую неделю у них есть по 2-3 домашних задания. На 100 человек 2-3 домашних задания — это 200-300 домашних заданий каждую неделю. 8 недель идет курс, перемножьте сами, мне сложно, я на ходу говорю, и все это кто-то должен проверить, поставить галочку или отправить на доработку. Поэтому на поток в 100 человек, как правило, нанимается еще порядка 10, 15, а иногда 20 проверяющих преподавателей, которые помогают не сбавлять темп участникам и получать фидбэк на те моменты, где
они были либо неправы, недоработали, либо пытались слукавить, или просто не поняли. Итак, мы проговорили о двух классических профессиях. Это педагог и репетитор. Плюс новые появившиеся востребованные профессии. Это методист и архитектор образовательного опыта. Продюсер, куратор, модератор, технический администратор и проверяющий преподаватель. Итого 9 востребованных профессий. Но, скажете вы, и где мне всему этому научиться? Это же новые профессии. Или где мне всему этому научиться? Это же классические профессии. Мы скажем, все очень легко. И расскажем вам в следующем кусочке. Мы отважились выбрать 6 школ из нашего опыта, команд, с которыми мы действительно знакомы, и порекомендовать их вам для того, чтобы обучиться этим самым как классическим, так и новым профессиям. Но и справедливости ради, на данный момент, так как профессии новые, не то чтобы очень много мест, где этому можно научиться. И первая школа — это School of Education. Это проект Universal University, который был запущен нашими коллегами, друзьями. Если вы хотите научиться тому, как создавать образовательные продукты, как исследовать пользовательский опыт, как создавать методологию продукта, то вам круто бы сходить в School of Education. Рекомендуем. Второй проект Lifelong Learning Lab. Это классное пространство, в которое нужно прийти, если вы собираетесь разбираться в том, как устроено образование изнутри. То есть это лучшее пространство для методистов, дизайнеров образовательного опыта, педдизайнеров и вот этих вот всех прекрасных людей. То есть даже если вы не планируете выходить напрямую в аудиторию и вести уроки, то для того, чтобы научиться их собирать, вам напрямую в LLL Lab. Одна из самых крутых школ для того, чтобы научиться разрабатывать внутрянку продукта. Третья история. Skillbox образование. Вы наверняка слышали о Skillbox уже много, потому что объем рекламы, который эти ребята делают, просто колоссальный. Но мы хотим акцентировать внимание на их образовательном направлении, которое появилось не так давно, и оно в целом уже достаточно неплохое. Skillbox образование — это отдельное направление внутри большого Skillbox, и там можно разобраться как с классическими профессиями про педагогов и репетиторов, так и с новыми. Дистанционно, классно, Skillbox. Там можно обучиться продюсерским историям, методическим историям и всем историям, которые для простого входа. Это кураторские, модераторские темы. Там все это есть. Короткими программами, либо большими длинными программами, если вдруг захотите пойти в профессию надолго. Четвертая школа — EdMarket. EdMarket появился как одно из подразделений большой нетологии. На тот момент они обучали в большом количестве людей, которые хотят сопровождать процесс обучения в первую очередь. Потом появились программы, связанные с методологией, с разработкой, с продюсерством. Очень много онлайн-программ. Если хотите легкого старта в онлайне, это школа для вас. Пятый проект Full House Education. Full House — одна из школ, которая появилась как ответ на корпоративный запрос, когда в больших компаниях, во внутренних департаментах, связанных с образованием, вдруг появилось ощущение, что, черт побери, а мы, похоже, сами своими силами не очень можем обучать людей. Есть внутренние методисты, внутренние продюсеры, и в ответ на это появился ответ от Full House School для того, чтобы обучать людей этому ремеслу. Наше шестое предложение — это Институт образования Высшей школы экономики. И, казалось бы, мы говорим про образование новой волны. И в этом смысле, как здесь оказалось предложение от обычного стандартного вуза Высшей школы экономики. В этом смысле Институт образования удивительным образом отличается от всех остальных предложений в рынке. Это крутая школа, которая, с одной стороны, может выдать диплом Высшей школы экономики, что само по себе круто, но еще и дает наиболее актуальные знания как в технологии, собственно, в педагогических технологиях, так и в инструментах, которыми вы можете пользоваться для того, чтобы создавать сами программы. Ну а еще все эти 6 школ дают возможность получить вокруг себя сообщество единомышленников, которые, так же, как и вы будете развиваться в образовании, будут постигать от ступеньки номер 0 до ступеньки номер 150 тысяч миллионов уровень своего мастерства. Сообщество — это очень важно для образованцев, поэтому в каждой из этих школ это сообщество есть. Посмотрите бесплатные вебинары, посмотрите открытые материалы от каждой из школ, найдите то, что откликается больше вам, и добро пожаловать в образование. Здесь круто. Мы рассчитываем делать этот дайджест с какой-то периодичностью, обновлять это видео, поскольку рынок растет и развивается, запрос на профессии меняется, и совершенно точно будет меняться наше видео. Поэтому, если вдруг вам показалось, что мы в этом дайджесте не учли, забыли упомянуть какую-то профессию или какую-то школу, в которой можно ей научиться, обязательно напишите про нее в комментариях, и в следующей итерации мы обязательно ее подсветим. Подписывайтесь на наш канал. Мы молодые, но, как видите, с очень неплохим контентом. Ставьте лайки и оставляйте в комментариях все то, что с вашей точки зрения стоит обновить, улучшить или раскрыть еще какую-то тему. Спасибо, до связи. Увидимся. Пока.